Итак, ребята, у нас сегодня на обзоре вот такая гитара. Пришла у нас она EMS доставочкой. Значит, гитара стоит $200. Здесь у нас бренд Big John. Как заявляет продавец, здесь корпус сделан из липы, гриф из палисандр, хамбакер пассивный закрытый. Ну, то, что он указал в описании. То есть вы уже более подробно можете ознакомиться. Сейчас мы поверхностно ознакомимся, целая она пришла или нет. Итак, ребята, у нас истина. Фу, много, сколько пенопласта. Не пожалел китайчик. Ну, скажем так, вот такой аппаратец к нам пришел. Вот такой вот чики-пики. Визуально вроде бы целый. Ничего не поломан. Цвет довольно-таки приятный. Ну, скажем так, сделано, я так подозреваю, грубовато. Лично мое мнение. Но человек, который заказал, скажет сам свой, стоит ли он того, тех денег или нет. Но бренд можно было бы написать чуть почетче. Потому что, вот видите, здесь вроде как что-то на принт есть. Пробито, а краски очень мало. Так, ну так, дерево само довольно-таки недурно обработано. Ссылку на товар, конечно же, оставим в описании. Здесь у нас, ребятки, небольшое пятнышко есть. Какой-то другого цвета немного. Ну, то уже как человек скажет, так оно и будет. Хамбакера заклеены, кстати. Я не музыкальный мастер, поэтому струны играют, это уже хорошо. Что какой-то звук издают. Тумблера есть. Крутилочки крутятся. Ну, надеюсь, все будет зашибись. Здесь у нас разъемчик для подключения к каким-то комбикам, там, как они называются. Есть, в общем, ребята. Можем смело заказать. В принципе, за $200 довольно-таки крутой вариант. Потому что, сколько я не смотрел, вот такая же гитара у других продавцов. Такая же гитара у других продавцов. Минимум $300 стоит. А то и 350. Так, ребята, всем привет. Значит, Александр мне, как ближайшему сотоварищу, заказал гитарку. Значит, пришла быстро. Как на удивление, пришла быстро. Какую-то херню потом. Вот. Значит, по гитарке сразу, что хочу сказать. В принципе, пришла целая. Без каких-либо изъянов. В плане поломок. Значит, сразу к минусам. К недоработкам. Вот сюда вот сними. Значит, выжигали они надпись. Но могли бы и затемнить нормально. Не затемнить. Потом сюда покажи. Видно, когда полировка была или что-то тому подобное. Попалили лак или, ну, не знаю. Вот тут тоже нюанс. Вот он есть. Какой-то нюанс здесь. Даже рельефный. Ну, это, в принципе, такое дело. Но самое интересное. Ой, бля, как бы не заматюкаться. Пускай цена гитары невелика, но суть какая? Вот засними вот эту штучечку. Видно, что она ржавая? Не. Ну, видно, что она ржавая? Не видно? Ну, значит, суть такая. Мог бы вот этот крепеж под данную систему струнодержателя и фолдройса и тому подобное поставить новый крепеж. Это фиксатор, чтобы флойд не работал. В принципе, я и не пользуюсь им.
Какие еще минуса? Будет видно, не будет видно. Лады установлены неаккуратно. Они устанавливаются, лады как бы подливаются клеем, суперклеем, и туда вбиваются. Но лады установлены неаккуратно, и оно здесь должно быть видно. Видно, не видно? Вот оно видно. От 15 до 24 лада оно видно. Вот. Значит, дальше еще. В принципе, из минусов каких таких прям огромнейших особо нет. Звукосниматели изначально стояли криво. Пришлось немного выравнивать. Звукосниматели бриджевый, слабоват по выхлопу. Нековый очень хороший, мне понравился. Булькающий такой, лязгающий, булькающий, вкусный, короче, звук. Бриджевый. Ну, сколько китайцев у меня не было, такого мне звукоснимателя гомняного ни разу не было. Но единственный плюс, он в миксе читается. Хорошо в миксе читается. Что дальше? Вот эта система сама мне больше нравится, чем даже колковая система. Сейчас у меня много есть примеров гитарных. Когда ты вроде бы настроил струну, она у тебя падает, ты опять ее подтягиваешь. Здесь винтовая система, ты один раз настроил и все. Значит, это типа фирменная система Стрэнбергов. Или Кизела, Стрэнбергов, не знаю. Такая. Значит, дальше поехали. Вот этот крепеж мне больше нравится очень хорошо. Струны крепятся, увидит камера. Струны крепятся вот. Они продлеваются сквозь такую дырочку. Фиксируются вот здесь. Внутренними штифтами. Потом здесь собачка вот эта стоит. Вот. Ну и вообще, вот если из минусов, самый огромный минус, это вот здесь есть промежуток большой. Я не буду сейчас снимать эту штуку, потому что я ее еле поставил удачно, что первая струна не звенит. Она немного здесь вибрирует, на первом ладу. На нулевом или как он там. Вот. И она подзванивает. То есть она прямо вот здесь на втором ладу подзванивает. Удивило меня то, что, во-первых, здесь клен стоит. Огненный клен, шпон из огненного клена. Я удивился, кстати. И правильно сделан. Посредине все, рисунок. И здесь ольха липа, там он говорил. Ну, короче, похоже на липу, потому что оно отдает розовым оттенком. Ольха такой оттенок не отдает. Удивило еще, что, значит, 5-слойный гриф. 5-слойный гриф за такую цену. 3 слоя клена и, как я так понимаю, вот это орех должен быть. Это орех. Ну а там я не знаю, китаец толком не ответил. Как всегда, палисандровая накладка, но палисандр очень темный. Для примера покажу, вот палисандр здесь. Вот здесь палисандр. И вот у меня здесь черное дерево на семиструнке. Кстати, семиструнка вот эта, она мне делалась на заказ мастером. И вот как видите, тоже 5 слоев, пяточка под заказ. Все, ну как бы, без проблем. Вот тут орех, вот это орех. И это клен. Но суть какая? Вот здесь у меня черное дерево. Вот здесь. Многие не верят, но это черное дерево. Вот здесь же палисандр. Вот здесь же палисандр. Но он темноватый какой-то. Он сильно темный. Ну, скорее всего, просто может такой сорт дерева темный. Само палисандра. Вот. Трехпозиционный переключатель туда-сюда. 2 крутилочки туда-сюда. Тон, громкость. Значит, и самый огромный плюс вот этой гитары, она легкая, удобная и эргономичная. Есть присутствие мультимензура. Верные лады, типа присутствие мультимензура. Как бы по удобности игры с ровными ладами или с верными вообще разницы не ощутил. Чтобы там было сверхъестественно что-то такое. Кстати, радиус здесь. Здесь есть радиус. Как-никак, я думал, радиуса не будет, но есть радиус. Думал, китайцы не сделают радиус, чисто ровный гриф забабахает. Но радиус присутствует. Значит, если будут какие-то вопросы по поводу этой гитары, Санек оставит ссылку на меня. Не знаю, там, что Инстаграм,
можете туда писать. Все контакты оставим под описанием. Значит, звук данной гитары будет чуть позже. И да, гриф болченый, кстати, и вот эту пяточку могли бы сделать поменьше. Эта пяточка, это полный, Капец. да. У меня даже на семерке такой пятки нету. Немножечко он торчит и все. Короче, как-то так. Что еще хочу сказать? Доставка быстрая. Сколько там? Буквально 2 недели. Ну, 2 недели, да, там 2 недели. Но все равно быстрая доставка. Не заждался я ничего. Но, как говорится о китайских инструментах, после покупки обработайте напильником, блин. Что я могу сказать? Лады, кстати, не знаю, какие здесь стоят. Нильзельбер, там, что там еще? Латунь, не, я не знаю, что здесь стоит. Похоже, обычная сталюка. У меня здесь Нильзельбер стоит на семерке. Здесь, походу, обычные лады стальные. Не знаю, как правильно сказать их. Ну и очень высокие, кстати. Вот если сейчас прощупывать, очень высокие и радиус у них более округленный. Да. Играть удобно. По сравнению, если говорить о грифе. Гриф, видите, он толстенный. Если сейчас мы вторую мастеровую, вот шестиструнку, то видит она толщину грифа? Стой. Видит, нет? Да. Ну вот. Я сейчас возьму свою вторую шестиструнку, тоже мастеровая, и сравним с моя вторая мастеровая гитара. Ну, она старенькая, ей почти 18 лет. Делалась очень давно нашим польским мастером хорошим. Но суть какая? Если сравнивать по толщине грифа, то вот этот гриф, он гораздо тоньше. Он у меня, получается, делался... Вон толщина грифа. Значит, какой еще хотел отметить плюс, то что склейка гитары, склейка сама сделана правильно. Она сделана из 3 частей. Правда, верхнюю часть сделали немножко неровно. Вот она идет, и вот она. Видно, ну, так положили. Вообще вот 1, 2 и 3. Вот тут видно, вот тут видно. Вот видишь шов. 1, 2 и вот 3. Ну, тут какой-то нюанс. Но это, скорее всего, чисто, видно, может, шпаклянули там дерево, либо тоже пожгли, когда полировали. И, в принципе, таких там дефектов, чтобы... кстати, гитара строит очень даже ничего. Проверил, мензуру выставил по высоте. Ничего не ладит, ну, как бы, лады, видно, шлифанули они перед тем. Но все равно какие-то нюансы на ладах видны. Вот. Накладка не сухая, кстати. Самое важное. В принципе, сказать больше нечего. Всем до свидания. Подписывайтесь. Пальцы вверх. Revenge is a meal best served cold.